Срочная эвакуация. 50 тысяч человек должны покинуть свои дома. Объявлено чрезвычайное положение. Угроза катастрофического взрыва. Киев ответил Кремлю. Новая операция СБУ на территории РФ. Москва останется без авиации. Президент хочет переговоров, перемирия в ближайшие 48 часов. Россия в тупике. Экстренный контакт Парижа с Минском. Европа выбрала переговорщика. Решение суда о смене власти, силовой захват руководства, спецназ ворвался в здание. Об этих и других самых главных событиях утро понедельника, 25 мая. Новости, которые нельзя пропустить. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Досмотрите до конца. Удар по особо важному объекту. Топливная артерия всего столичного региона. Под атакой оказалась станция Второво во Владимирской области. Важный узел, через который топливо идет к крупным нефтебазам вокруг Москвы. И самое болезненное для Кремля – эта инфраструктура связана не только с обычным снабжением столицы. Она обеспечивает топливом аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. То есть удар пришелся по системе, которая поддерживает движение, логистику и нормальную жизнь московского узла. СБУ уже готовит новые спецоперации. Интенсивность ударов Украины по территории России будет только нарастать. Наши санкции с долгосрочным эффектом будут действовать и в дальнейшем. Продолжение следует, получается. Вряд ли в Кремле ждали, что после таких массированных ударов по Украине не будет ответа. Внезапный созвон. Президент Франции вдруг решил позвонить Александру Лукашенко. Впервые за долгое время. Минск утверждает, что инициатором была французская сторона. В пуле Лукашенко говорят, что обсуждали региональные проблемы, отношения Беларуси с ЕС и Францией. Но тут важно заметить, что перед этим разговором состоялся еще один. Президента Франции с его украинским коллегой. Все выглядит особенно странно именно сейчас. Макрон не звонил с 2022 года. Украина предупреждает, что Россия пытается втянуть Минск в новые операции. На границе снова обсуждают северную угрозу, ядерные учения, давление Москвы на Лукашенко и сценарии против Украины или даже НАТО. Reuters недавно передавал заявление Лукашенко о том, что Беларусь якобы не будет втянута в войну, если по ней не совершат агрессию. Поэтому вариантов немного. Либо Макрон пытался прямо предупредить Лукашенко «не лезь в войну». Разговор об этом подтвердили в Елисейском дворце. Либо Париж снова ищет через него канал к Кремлю. Хочу спросить ваше мнение тут. Зачем Макрон решил созвониться с белорусским диктатором? Пишите в комментариях обязательно. Москва снова пытается вернуть себя за стол переговоров, но сразу после масштабнейшего обстрела Украины и применения орешника и, конечно, на своих условиях. В МИД РФ заявили, что российские эксперты подготовили конструктивное дополнение к американскому плану по Украине из 27 пунктов. Что именно там предлагают, не раскрывают. США в лице госсекретаря заявили о выходе из переговоров, пока они не станут сколько-нибудь результативными, а параллельно Европа присматривается к прямому каналу с Россией. Правда, делают это с большим недоверием и уже ощущая свое преимущество. Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину преднамеренными ударами по центрам городов. Это отвратительные акты террора, цель которых – убить как можно больше мирных жителей. Сообщение о том, что Москва использует баллистические ракеты средней дальности «Орешник», система, предназначенные для несения ядерных боеголовок, являются политической тактикой запугивания и безрассудным ядерным шантажом. По данным финской прессы, возможную роль переговорщика может сыграть президент Финляндии Александр Стуб, но все пока на ранней стадии. Для материала HS взял интервью у 10 дипломатических и официальных источников из ряда европейских стран. И некоторые считают, что Стуб хотел бы стать переговорщиком и может найти для этого поддержку. Сам президент прокомментировал, но не сильно подробно и в довольно странной формулировке. Это, наверное, тот самый вопрос, на который нельзя ответить отрицательно. Кремль пытается упаковать свои требования как дополнение к мирному плану. Вопрос только в том, будет ли там хоть что-то про реальный мир или снова старый ультиматум с новым заголовком. Как думаете вы? Пишите в комментарии обязательно.
Армения все быстрее разворачивается в сторону Европы, теперь уже не только политически, но и буквально через границы. Пашинян заявил, что вопрос визовой либерализации с ЕС будет решен максимум за 2 года. То есть армяне смогут ездить в Европу без этой вечной визовой бюрократии, просто с паспортом. Но без виз становится скорее не жестом доброй воли, а практической необходимостью. Нам говорят, у вас такие хорошие отношения с Евросоюзом, неужели не можете решить вопрос виз? А знаете, почему так происходит? Потому что в 2018-2025 годах число выезжающих из Армении в ЕС выросло на 500%. Посольства стран ЕС не успевают обслуживать все заявки граждан Армении. Москва пугает Армению европейской морковкой. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках. Вице-премьер РФ Аверчук требует быстрее определяться. А Ереван тем временем получает от ЕС план действий на 74 пункта и движется к безвизу. Госсекретарь намекает на возможный прорыв по Ирану уже в ближайшие часы. После встречи с главой МИД Индии в Нью-Дели он заявил, что за последние 48 часов появился прогресс в попытках остановить войну и открыть Ормузский пролив. Достигнут значительный прогресс, хотя еще не окончательный. В конечном счете напомню всем, в чем здесь цель. Цель в конечном итоге заключается в том, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Президент ясно об этом сказал. С этим связан и вопрос пролива. Хорошо, это международный водный путь. Он им не принадлежит. А то, что они сейчас делают, это по сути угроза уничтожать коммерческие суда, использующие международный водный путь. Это незаконно в рамках любого понимания международного права. Через Ормуз идет огромная часть мировой энергетики, и пока пролив живет в режиме угрозы, рынки, танкеры и правительства по всему миру сидят на пороховой бочке. Иран требует контроля над проливом, снятия блокады с портов и отмены санкций на продажу нефти. США, в свою очередь, повторяют свою красную линию. У Ирана не будет ядерного оружия. Правда, в Иране в очередной раз заявляют, что и не планируют ядерное оружие. Но их либо никто не слышит, либо никто не верит. Мы готовы к переговорам. Как мы поднимали этот вопрос еще во времена нашего погибшего верховного лидера, так и сейчас мы готовы заверить мир в том, что не стремимся к созданию ядерного оружия. Мы не стремимся к нестабильности в регионе. Источником дестабилизации в регионе является Израиль, который продвигает план Великого Израиля и различными способами способствует сохранению войны, нестабильности и раскола в регионе. Масштабная эвакуация. 50 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома из-за химической угрозы. Из-за поврежденного резервуара с метилметакрилатом на объекте Aerospace в Garden Grove. Это токсичное и легко воспламеняющееся вещество, которое может вызвать раздражение дыхательных путей, кожи и глаз. Но главный страх сейчас не запах и не утечка, а возможный взрыв. Проблема началась еще в четверг. Резервуар перегрелся, клапаны оказались забиты, насосы дали сбой, а температура внутри продолжила расти. Пожарные пытаются охлаждать емкость снаружи, фактически замораживая химикат слой за слоем. Но они сами признают, сценариев всего 2, и оба не очень. Может произойти несколько вещей. Резервуар может треснуть, и все эти 7000 галлонов химикатов начнут вытекать. Или может произойти катастрофический взрыв. Часть жителей жалуется на боль в горле, раздражение в носу, головные боли и головокружение, хотя официальные датчики пока не фиксируют загрязнение воздуха. Губернатор Калифорнии объявил режим чрезвычайной ситуации в округе. В дверь постучали и мне сказали, что мы должны уехать. Мы просто ждем и не знаем, что произойдет, потому что все хотят вернуться домой. И отдельно всплыла еще одна неприятная деталь. У Aerospace уже были проблемы с экологическими нарушениями. После проверки 2020 года компанию штрафовали почти на $1 миллион за нарушения, связанные с выбросами и разрешениями на оборудование. Теперь рядом с Лос-Анджелесом стоит огромный резервуар с токсичным химикатом. Пожарные покупают время водой, а 50 тысяч человек ждут, не начнется ли вдруг экологическая катастрофа.
Турции борьба с оппозицией уже дошла до спецназа в партийном офисе. Правда, тут похоже, что оппозиция вступила в бой с оппозицией. В Анкаре полицейский спецназ вошел в штаб-квартиру главной оппозиционной Народно-республиканской партии, чтобы исполнить решение суда о смене руководства. На входе применили слезоточивый газ и водометы. Сторонники нынешнего руководства НРП забаррикадировали вход мебелью, но полиция все равно пробилась внутрь и начала подниматься к офисам руководства. Дороги к зданию перекрыли с утра, чтобы обеспечить прибытие Кемаля Кылычдароглу, которого суд постановил вернуть во главу партии. Позор тем, кто согнал полицию, детей государства к их родному дому, к штаб-квартире Республиканской народной партии. Тем, почему приказу детей этой партии травили газом и били дубинками. Они попытались вырвать нас с корнем и выбросить. Куда? На улицы. Мы не сделали эту партию ведущей, сидя здесь. Мы сделали это на улицах. Я говорю это жалкому аппарату власти, тем, кто каждый вечер занимается убийством репутации. Республиканская народная партия теперь в пути, на улицах, и она идет к власти. Формальная причина нарушения на съезде аж в 2023 году, где лидером НРП стал Азгюр Азель. Суд признал результаты съезда и последующие партийные решения недействительными и заявил, что часть делегатов голосовала не свободно, а из корыстных побуждений. Но политически это выглядит куда жестче. Главную оппозиционную партию Турции фактически перезагружают через суд, полицию и силовой вход в штаб-квартиру. Типичная ситуация в культурной столице России. В Петербурге взрослый мужчина решил решить проблему шума стрельбой по источнику. В Минском переулке 11-летний мальчик играл на саксофоне. Это не понравилось 38-летнему жильцу соседнего дома. Он взял пневматическое оружие и выстрелил в школьника из окна своей квартиры. Ребенка госпитализировали, мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело. По данным Фонтанки, стрелком оказался артист Мариинского театра. И от этого история звучит еще интереснее. Спасибо, что досмотрели до конца. На этом у меня все, и я с вами прощаюсь. Дальше в эфире мои коллеги. До встречи!